Здравствуйте, Козероги! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей вашего знака Зодиака. Расклад на предстоящую неделю, соответственно, неделю с 11 по 17 мая. Давайте посмотрим, что же вас ожидает в этот отрезок времени. Какие карты вам сегодня выпадут Козерогам. И что интересного вас ожидает именно в этот период времени. Напомню, что это общий таро-прогноз. Надеюсь, большинству из вас он подойдет, будет подходить по дням недели, непосредственно так, как я карты выкладываю здесь. Можете написать в ваших комментариях, в ваших отзывах, насколько это так. Также подписаться, если вы еще не подписаны. Итак, сегодня у нас две колоды. Первая колода основная, а вторая колода дополнительная для уточнений. Сначала я достану карты из основной колоды, а затем из колоды дополнительной, и мы посмотрим на те сочетания карт, которые у вас, соответственно, выпадут. Попробуем вместе с вами разобраться, Козерогами, да, почему именно эти карты, почему именно в таком сочетании, в такой комбинации у вас выпадают. Итак, давайте посмотрим, что же у вас здесь есть. Первая карта с понедельника. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Ну, давайте смотреть. Карта Верховная Жрица. Первая карта, которая у вас здесь есть у Козерогов. И она выпадает с шестеркой Пентаклей. Карта успеха. Да? По шестерке Пентаклей в целом-то можно говорить о том, что вы здесь можете получить от кого-то помощь и поддержку. Можете получить какое-то участие, совет, может быть, по этой карте. И при этом по Верховной Жрице это что-то, что будет либо сделано в тайне, да, либо кто-то не будет разглашать особо об этой помощи. Может быть, вы кому-то хотите помочь и не говорить об этом, да, сохранить в тайне, или совет какой-то, или реальную помощь. В целом здесь очень много гармонии, спокойствия, терпеливости. И по карте шестерка Пентаклей возможности сделать кому-то сюрприз, потому что Верховная Жрица — это тайны, секреты и возможность что-то держать в тайне, пока не раскроется шанс как-то заявить об этой тайне. И по шестерке Пентаклей сделать кому-то, допустим, подарок. Может быть, какой-то вы получаете здесь дополнительный бонус или выплату, которая для вас будет тоже сюрпризом, или получаете какой-то подарок вы. Поэтому карта шестерка Пентаклей здесь есть. Может быть, неожиданную помощь получаете от кого-то. Для вас это тоже будет такой приятной помощью, хорошим подспорьем. Дальше идет карта Рыцаря Кубков, водной стихии, такого водного знака Зодиака, и может говорить про общение с водным знаком. Это раки, рыбы или скорпионы. Но вместе с картой Повешенной здесь может быть ситуация, где вы, находясь в состоянии внушения, да, понимая, что вы в состоянии внушения находитесь, или вот такого вот, знаете, как состояние, когда вы под влиянием эмоций больше и не можете действовать логично или рассуждать логично, и вместе с картой Повешенной для вас это будет таким определенным тупиком, то есть непонимание, как действовать, как поступить разумно, да, как включить здесь логику, а не эмоции. Вас могут чувства ваши загонять в тупик, когда вы под влиянием увлеченности чем-то, каким-то хобби или каким-то человеком, да, не знаете, как поступить, как быть. Или, может быть, ваша любовь здесь загоняет вас в тупик, вы не знаете, как в какой-то конкретной ситуации действовать, там, в отношении объекта вашего обожания также. Ну и следующая карта, карта семерка кубков, карта нескольких возможностей, вариантов, которые у вас есть, которые тоже загоняют вас в тупик. По сути, вы не знаете, как вам быть, какой из вариантов выбрать, какой из вариантов приведет вас к успеху, какой будет для вас более хорошим. И опять королева кубков. То есть много чувств, много эмоций. Вы под влиянием эмоций находитесь, и вам тяжело принимать здесь решения обоснованные, такие продуманные. То есть вы здесь хотите успеха, хотите хорошего результата, но при этом вы не уверены, что именно это решение, этот вариант, да, или это действие приведет вас к этому результату.
Может быть, очень много планов, много каких-то размышлений у вас касаемо вашего будущего. Но опять-таки это все под влиянием эмоций. То есть очень все на таком эмоциональном уровне делается. Карта восьмерка жезлов, карта быстрых, стремительных событий для вас в четверг. Все очень динамично происходит, стремительно. И по карте четверка кубков, которая здесь также есть, которая немножечко в диссонансе идет, соответственно, здесь в таком сочетании, потому что восьмерка жезлов, она про скорость, про то, что нужно быстро принимать решения, что нужно здесь находиться в динамике, нужно постоянно что-то делать, то есть здесь какой-то есть прогресс, да, но при этом четверка кубков, она показывает, что вам не нужно делать скорее, да, она показывает, что вам не нужно находиться в состоянии уныния и апатии, вам нужно принимать какую-то возможность, которая вам здесь дается, и не думать о каких-то прошлых неудачах, о том, что раньше что-то не получалось. То есть брать возможность, которая вам дается, и использовать ее во благо для себя. И тройка жезлов в пятницу, которая здесь также есть, она говорит о том, что вы хотите идти к своей цели, которую вы себе поставили и наметили, и решаете все препятствия, все проблемы, которые вам мешают к этой цели прийти. То есть вы ведете себя очень решительно и смело для того, чтобы завоевать для себя что-то важное, для того, чтобы достичь то, что вы для себя здесь поставили как главную, основную цель. И по тузу мечей вы ведете себя здесь очень смело и очень решительно, находя любые способы и возможности, чтобы приходить к этой цели соответственно. Карта четверка жезлов, карта семьи, возможность проводить больше времени в семье, возможность получать больше поддержки со стороны близких, возможно, участие с их стороны. И в целом четверка жезлов, она говорит о мире, о ощущении мира и гармонии в душе, от того, что вы чувствуете опору со стороны, опять-таки, тех людей, которые вам дороги, которые вам близки, они вас поддерживают. Но при этом тройка мечей выпадает 2 раза подряд с субботы на воскресенье, да, и в воскресенье непосредственно, и говорит о том, что что-то вас может опечалить. Может быть, ближе к второй половине дня, может быть, ближе вот к воскресенью, да, что-то заставит вас по тройке мечей попереживать, какие-то неприятности пережить или какой-то конфликт, который, скорее всего, будет иметь разрешение тут же, да, но при этом по десятке мечей заставит вас испытать определенный стресс, да, переживать из-за этого или побыть в состоянии такого состояния удрученности, отчаяния, да, почему же так произошло, почему эта ситуация произошла, почему там такой вопрос вообще поднялся, да, или почему этот конфликт возник, соответственно. Так что в целом нужно быть здесь осторожнее. Итак, дорогие мои козероги, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Я желаю всем всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого.